кальцит. Он с приполярного Урала, откуда сегодня к нам ветры холодные прилетели. Вот. И это как бы такой вот большой монокристалл. И это разновидность кварца, горный хрусталь, бесцветный прозрачный кварц. И вот вы его трогаете, да, вот какой он гладенький, да, а вот с этой стороны проведи, а ты тут шероховатый, да. Это наросли мелкие кристаллы другого минерала, хлорита, и вот такого зеленоватого оттеночка. А вот так много мелких кристалликов, которые вот прямо на стенках растут, да, вот, это тоже растет горный хрусталь, но это уже новое поколение. То есть вот как, например, крупные кристаллы, это как ваши родители, а вот эти мелкие, это как вы, дети, растут. Вот такая друза горного хрусталя, и она с юга Урала, Башкирия. Летающие ящеры, да, тропиогнат, зубастый, да, мигдозавр, вот он такой кричит на нас, а летает над нами кабежара. Такие еще страшные членистоногие, которые называются ракоскорпионы. И это муляж мы с вами видим, а вот здесь представлен такой окаменелый отпечаток ракоскорпиона. Сегодня еще это было царство насекомых, гигантских насекомых. Вот это муляж стрекозы, и это еще маленькая стрекоза. Стрекозы мегалевра достигали размеров, размах крыльев до метра. Ну, то есть вот столько. Отсюда до сюда. Вот такая стрекозища. Да? Пауки были с футбольный мяч. Муравьи 5 сантиметров. Различных ящеров. Да? На земле это динозавры. Очень маленькие. Полкилограмма веса. Ну, наверное, как котенок. И микроцапторапторы. До огромнейших 150 тонн весящих. Как брахиозавр. Да, молодец. А вот это предки наших млекопитающих, один из предков. Ученые дали ему название биенотерий, но нашли его в Китае, провинции Юньнань, поэтому это биенотерий юньнаньский. Вот такое у него название, да? То ли кошка, то ли крыска, трудно сказать, но это один из предков наших млекопитающих. Завитка или 2 завитка. Остальные камеры были заполнены воздухом или жидкостью, и это позволяло им регулировать погружение в воде. Здесь маленькие монетики, а это отпечатки их. То есть это была вот единая такая как бомба конфекция. Когда ее раскололи, оказалось, что внутри вот такой окаменевший остаток аммонита, это его отпечаток. Но это не зубки, это что? Бивни. У слона нашего сколько бивней? 2, а тут 4. Хобот. Короткий. И у него более длинный череп, маленькие ушки, да? Размером они были до 3 метров высотой, летали на территориях заболоченных. Так, у мамонтов, знаете, сколько зубов было? 4. У нас сколько зубов? 32. А у мамонта всего 4. 2 на верхней челюсти и 2 на нижней челюсти. Но вот у нас с вами зубки меняются 1 раз, да? Молочные мы теряем, у нас вырастают коренные. А у мамонта по мере истирания зубов они могли вырастать 6 раз. Представляете, как повезло мамонту? Это 1 зуб. И, кстати, мегалодон, название акулы, переводится с греческого языка гигантский зуб. Так, у нас с вами 32 зуба, а у этой акулы было до 276. В 5 рядов. Если все заболеют, то... Потому что у акул строятся зубы в 2 ряда,
Если выпадают зубы, второй ряд заменяет их. Ну и... А вот и 5 рядов было. Размером с пятиэтажный дом. Коллекционирование. Создание из коллекции минералов минералогических горок. То есть художественно оформленная коллекция, как вот в этой витрине. Когда красивые минералы слагались именно в такую композицию в виде горы, с пещерой или гротом. И вот эта минералогическая горка, созданная нижнетагильскими художниками и камнерезами, она еще дополнила таким вот трудознатцем, да, скульптурой, который нашел камень красивый такой. 17 века считали навеки застывшим льдом. И только в 17 веке разобрались, что это все-таки камень. И добывали вот это чистейшие кварцы для того, чтобы создавать объективы для оптической промышленности и детали для радиопромышленности. Но сейчас заменили искусственным. Вот посмотрите на этот образец. Называется он хлорид. И, собственно, хлорид, вот это такой, как веретено, как улиточка, голова улиточки выглядывающая, да? А вот как будто раковина, вот эта более светлая часть, это вот этот самый минерал, полыгорскит, который очень пористый, который как бумажечка, вот ее порой можно так оторвать, и называли горная бумага, горная кожа, горный лен. Вот он, если его так оторвать, бросить в воду, он поплывет по воде. Вот такой нетонущий минерал. Пойдемте южнее. Реглежиит. Или как тонкие-тонкие проволочки, мелирит, которые пронзили кальцит. Да, это все образуется на этом сарановском месторождении хромита. Малахитов. И самое популярное изделие из малахита, которое хозяйка Медной горы подарила Даниле Мастеру. Слышали, наверное, хоть и не читали вам. Ну, хозяйку Медной горы я слышала. А что она подарила Даниле Мастеру, замечательному камнерезу, малахитчику? Малахит. Малахитовую шкатулку. Да? Пойдемте посмотрим. Да? И вот хозяйка Медной горы, Медная гора, медью она владеет, а еще и малахитом великолепный. И вот людям иногда она дарит такие замечательные вещи. Наброс минералом гетит для взрослых в честь поэта Гёте, который был еще великолепным минералогом, одним из самых известных в Германии той эпохи. У него была одна из лучших коллекций, и он предложил расцветку геологических карт, которые используются в настоящего времени. Более крупный, да, как скипетр называется это, скипетровидные кристаллы, как будто действительно это такая полянка с фиалками, да, аметистовыми. А посмотрите, как можно из аметиста крупного сделать какую красивую сову. Вырезал наш мастер, да, Денис Богомазов. А это работа китайского мастера. Дракон, который скоро проглотит жемчужину. Круглая, видите? Приглядитесь, в нижней части там как будто иголка, которая уже взорвалась. Погибает Кощей Бессмертный. Видишь? Тебя не видно. На Кощея вы смотрите. Высоковато, да, Кощея мы не видим, но по сказке же душа, жизнь Кощея спрятана в иголке, иголка в яйце, яйцо в утке и так далее, да? После того, как он пробежал по лесу и там погорцевал на крыше избушки дедушки Каковани, камушки появились зеленые, как написано у Павла Петровича Бажова. И это камни диамантоиды, вот такие зеленые, опять же гранатики. Они найдены были у нас на Урале, в окрестностях Нижнего Тагила, где-то там бегает козлик серебряная копытца. Из аметистов, правда? То есть, да, вот произошел по какой-то причине расщепленный рост кристаллов, вот они пошли в разные так стороны, получился букет такой красивый. И вот Пальчиками не трогаем, зайчики. гора Медная, где живет хозяйка Медной горы, находится в районе Гунёшки. Это Полевское, город Полевской, там вот это была гора Гунёшки, месторождение, где был дворец, наверное, до сих пор есть хозяйки Медной горы. Смотрите, какой красивый малахит. Но
Да, это самородная медь, и она не случайно в центре здесь экспозиции с малахитами, потому что малахиты образуются только там, где есть залежи медной руды, потому что это основной карбонат меди, но это можно даже не запоминать. В общем, медь, когда разлагается, получается в некоторых случаях малахит. Мы смотрели то, что у нас в Земле найдено, а это пришелец из космоса. Да? Камень, и притом в составе его минералы, которые представлены на Земле. Основной оливин, лазурь. И самые лучшие лазуриты добываются в Афганистане. Вот посмотрите, какого они насыщенного, красивого цвета. Да? Вот, посмотрите, коллекция, которая была привезена Сергеем Бусыгиным и Равилем Уразовым из Антарктиды. Там бывают такие так называемые каменные оазисы. Вот он свернулся клубочком, и видны только иголочки. Да? Да. А вот тут айсберг плывет из Антарктиды к берегам Северной Америки. А вот кит. Вот кит действительно с глазом. Точно сова. А здесь, вот, мне кажется, прыгает, выпрыгнул кит. Здесь вот птица. Вот такие прекрасные фантазийные бразильские агаты. А вот здесь метеорит железный, сихотеолинский. В этой витрине целая коллекция сихотеолинских метеоритов с Дальнего Востока нашей страны. И вот обратите внимание, вот это корень дерева. И посмотрите, вот между двумя отростками маленький кусочек металла. Это врос кусочек этого метеорита. Прямо, да, вот корни дерева стали обрастать, обтягивать вот этот кусочек метеорита. Моховой, от слова мох, да? Потому что вот видите такие рисуночки внутри этого минерала, как мох. Поэтому у него такое название – моховой агат. А здесь вот получилось такое отверстие, потому что это не заросло, тоже не хватило питательного раствора, чтобы полностью все заросло агатом. Внутри вот такой пустоты, то есть осталась чуть-чуть пустота. И вот также в пустоте, вот посмотрите, выросли какие образования из кальцита, да? Ежиков много.